Всем привет! В мире технологий и искусственного интеллекта снова буря новостей, и этот выпуск будет особенно насыщенным. Сэм Альтман впервые прокомментировал в интервью Такеру Карлсону загадочную смерть бывшего сотрудника OpenAI, который якобы хотел раскрыть тайны компании. А его мать утверждает, что его убили. По вашему приказу. Вы же понимаете, что это звучит как обвинение. На фоне этого гигантская сделка. OpenAI подписала контракт с Oracle на $300 миллиардов. Тем временем ChatGPT получил долгожданный Developer Mode с поддержкой MCP инструментов, а у конкурентов тоже не тишина. Google научила Gemini работать с видео и аудио, Alibaba показала новую архитектуру Quentry Next, а Anthropic тихо встроил в Claude полноценный интерпретатор кода. Смотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки на модели и сервисы, представленные в этом видео, будут в моем телеграм-канале. В нашем телеграм-канале мы собрали все необходимые нейросети, которые требуются для выполнения тех или иных задач. Мы разбили 100 нейросеток по темам, которые необходимы при выполнении, будь то автоматизация, копирайтинг, кодирование. Таким образом, вы сможете легко найти нужную себе нейросеть. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании под видео. OpenAI заключила крупнейшую сделку в истории облачных вычислений, подписав контракт с Oracle на сумму около $300 миллиардов сроком на 5 лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Соглашение показывает, как стремительно растут затраты на искусственный интеллект и насколько масштабным становится новый технологический рывок. Сегодня стоимость облачных ресурсов для ИИ измеряется уже сотнями миллиардов долларов, а потребление энергии сопоставимо с целыми странами. По условиям договора OpenAI потребуется 4,5 гигаватта мощности. Это больше, чем производит 2 плотины Гувера, и достаточно, чтобы обеспечить электричеством 4 миллиона домов. Такие цифры наглядно демонстрируют, насколько ресурсоемкими становятся в современные нейросети и какие вызовы они ставят перед энергетикой и инфраструктурой. Новость мгновенно отразилась на рынке. Акции Oracle резко пошли вверх, а ее основатель Ларри Эллисон всего за сутки увеличил свое состояние на $101 миллиард, обогнав Илона Маска и став самым богатым человеком в мире. Для самой компании эта сделка стала важным подтверждением ее роли в глобальной гонке за лидерство в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта. Аналитики отмечают, что рынок и вычислений стремительно превращается в арену сделок планетарного масштаба, где суммы сопоставимы с бюджетами целых государств. При этом все чаще звучат предупреждения о возможном перегреве индустрии, ведь инвестиции растут быстрее, чем формируется устойчивая бизнес-модель. Но несмотря на эти опасения, крупнейшие технологические компании продолжают подписывать рекордные соглашения, стремясь обеспечить себе технологическое преимущество в эпоху, когда облачные вычисления и искусственный интеллект становятся основой будущей экономики. OpenAI представила важное обновление для ChatGPT. Теперь в сервисе появился режим разработчика с поддержкой MCP инструментов. Это делает чат не просто помощником для поиска информации, а настоящим центром управления рабочими процессами. С помощью нового режима можно выполнять конкретные действия прямо из диалога. Например, обновлять тикеты в Jira, запускать сценарии в Zapier или изменять записи в CRM. Все это происходит без переподключения между приложениями, что значительно ускоряет работу. Функция уже доступна в бета-версии для подписчиков Plus и Pro, а настройка выглядит максимально просто. В настройках достаточно включить Developer Mode, после чего можно указать адрес MCP сервера и сразу подключить нужные сервисы. Главное отличие нового режима от прошлой версии: теперь ChatGPT умеет не только читать данные, но и записывать их, а также выполнять команды. Чтобы избежать ошибок или злоупотреблений, каждая операция сопровождается подтверждением пользователя и показом JSON данных до запуска. Таким образом, OpenAI делает акцент на прозрачность и безопасность. MCP или Model Context Protocol – это стандарт, который позволяет искусственному интеллекту работать с внешними системами в едином формате. Если раньше в ChatGPT можно было использовать только одобренные OpenAI коннекторы, то теперь разработчики и опытные пользователи могут подключать свои собственные решения. Это открывает путь к быстрой интеграции с любыми сервисами и экспериментами с автоматизацией рабочих процессов. Но введение превращает ChatGPT из пассивного инструмента для ответов в активного участника, который способен управлять задачами и ускорять повседневную работу. Такер Карлсон провел интервью с Сэмом Альтманом, в котором он спросил его о смерти сотрудника OpenAI. 26-летний Сучер Баладжи утверждал, что ChatGPT вредит человечеству, и был готов выступить с заявлением в суде. Это старая история с OpenAI, связанная с бывшим сотрудником компании. Молодой инженер еще при жизни говорил о рисках искусственного интеллекта и собирался вынести это на обсуждение. Официальная версия произошедшего – самоубийство, но в интернете периодически появляются новые интерпретации и споры. У вас были жалобы от программиста, обвинившего вас в краже чужого без оплаты, а потом его нашли убитым. Что это было? Тоже большая трагедия. Он покончил с собой. Думаете, он покончил с собой? Я так думаю. Вы лично разбирались Это был, в этом? мой знакомый. Это парень, который не близкий друг, но он очень долго и весьма продуктивно работал в OpenAI. Я был очень потрясен этой трагедией. Я потратил много времени, пытаясь
знаете, прочитать все, что мог о том, что случилось, как, я уверен, и вы, и другие. Это похоже на самоубийство. Почему это похоже на самоубийство? Это был пистолет, который он купил. Это было об этом жутко говорить, но я прочитал все. Ничего страшного. Медицинское Ничего заключение. страшного. А вам так не кажется? Нет, его точно убили. Я думаю, там были следы борьбы, конечно, у камеры. Наблюдения были перерезаны провода. Он только что заказал еду, вернулся из отпуска с друзьями с острова Каталина. Вообще никаких признаков суицидальных наклонностей. Ни записки, ни странного поведения. Он только что говорил по телефону с родными. А потом его находят мертвым. Кровь в нескольких комнатах. Так что это невозможно. По-моему, все очевидно. Его убили? Вы говорили об этом с властями? Не говорил об этом с властями, пока нет. А его мать утверждает, что его убили. По вашему приказу. Вы в это верите? Я спрашиваю. То есть вы же это только что сказали. Так вы в это верите? Я думаю, что и это стоит расследовать. И я не... То есть если парень выступает и обвиняет вашу компанию в совершении преступлений, я, конечно, понятия не имею, правда это или нет. А потом его находят убитым, и есть следы борьбы, я не думаю, что стоит от этого отмахиваться. Не думаю, что нужно говорить, мол, он покончил с собой, когда нет доказательств депрессии. Если он был вашим знакомым, вы бы захотели поговорить с его мамой или... Я предлагал, она не захотела. Так что вы не чувствуете, что... Знаете, когда люди смотрят на это и думают, мол, такое возможно, вы не чувствуете, что это отражает их опасения по поводу того, что здесь происходит, что люди боятся, что это, Меня не часто обвиняли в интервью, но... Я вас не обвиняю, просто его. Мать говорит, что объективный взгляд на улики не указывает на самоубийство. Я этого не вижу. И я не понимаю, почему. Власти, когда есть следы борьбы и кровь в 2 комнатах при самоубийстве, как такое может быть? Я не понимаю. Как власти могли списать это на самоубийство? По-моему, это странно. Вы же понимаете, что это звучит как обвинение. Конечно. И я, конечно, позвольте еще раз прояснить. Я не обвиняю вас ни в чем противозаконном, но я думаю, стоит выяснить, что произошло. И я не понимаю, почему власти Сан-Франциско отказались это расследовать, просто назвав это самоубийством. Я думаю, они разбирались в этом деле пару раз, насколько я понимаю, не один раз. Я видел, и я честно скажу, когда я впервые об этом услышал, это звучало очень подозрительно и странно. Да и... И я знаю, что вы это понимаете. Его мать вышла со мной на связь. Я ничего об этом не знаю, я в этом не разбираюсь. Она просто сама на вас вышла? Она сама на меня вышла. Я очень долго с ней говорил, и это меня до смерти напугало. Парня явно кто-то убил. Это был мой объективный вывод. Я не был в этом никак заинтересован. Это после прочтения отчета. Да. И я немедленно позвонил члену Конгресса от Калифорнии, Роханне, и сказал, что это безумие. Вы должны в этом разобраться. И ничего не произошло. Я такой, что это такое? Опять, я думаю, это мне странно и грустно обсуждать, когда вынужден. О, нет, я не обсуждаю. Но вы, по сути, меня в этом сейчас обвиняете. Это был замечательный человек, и семья, которой, очевидно, очень тяжело. Да. И я могу вполне понять, что вы просто пытаетесь докопаться до самой истины, и я это искренне уважаю. Но я думаю, что его память и семья заслуживают отношения с уровнем уважения и скорби, чего здесь не ощущаю. Я спрашиваю по просьбе его семьи. Я определенно проявляю к ним уважение. И я не обвиняю вас в причастности к этому. Я говорю, что улики не указывают на самоубийство. И то, что власти вашего города закрыли на это глаза и проигнорировали. Улики, которые любой здравомыслящий человек счел бы доказательством убийства, по-моему, очень странно. И это подрывает веру в способность нашей системы реагировать на факты. Вот что я хотел сказать после первой порции информации.
Я, честно говоря, подумал, черт, это не похоже на самоубийство. Я в замешательстве. Это похоже на... Хорошо, значит, я не надумываю. Я тут не с ума схожу. Ну, но потом, когда появилась вторая часть и больше деталей, я подумал, окей. Что вас переубедило? Второй отчет о траектории пули и тот человек, который, очень тщательно отследил вероятную траекторию всего, что было в комнате. Полагаю, вы тоже это видели. Да, видел. И что именно в этом вас не переубедило? Для меня это просто не имело никакого смысла. Зачем перерезать провода камеры наблюдения? И как он оказался истекающим кровью в 2 комнатах, выстрелив в себя? Почему в комнате был парик, ему не принадлежавший? И бывало ли самоубийство, когда не было никаких признаков суицидальных наклонностей? Кто только что заказал еду? Кто заказывает еду в DoorDash, а потом стреляет в себя? Может быть. Я освещал много преступлений как криминальный репортер. Никогда о таком не слышал. Так что нет, я запутался еще больше. Вот здесь, я думаю, мы подходим к немного болезненной теме. Это не тот уровень уважения, который я хотел бы проявить к человеку с психическими... Я понимаю. Я все это понимаю. Просто его семья попросила. Люди совершают самоубийство без записок. Такое часто случается. Безусловно. Люди определенно заказывают любимую еду перед самоубийством. Это невероятная трагедия. И я... Таково мнение его семьи. Они считают, что это было убийство. Поэтому задаю этот вопрос. Будь я на месте его семьи, я уверен, я бы хотел получить ответы. И меня бы не удовлетворил никакой ответ. Ничто не смогло бы меня утешить в такой ситуации, понимаете? Да. Так что я понимаю. Мне также очень важно уважение к нему. Да. Google сделал еще один шаг к превращению искусственного интеллекта в полноценного помощника. Теперь в Gemini можно загружать аудио и видеозаписи, а система сама сделает краткое содержание и объяснит, о чем идет речь. На обработку уходит всего несколько секунд или минут, в зависимости от того, насколько длинный файл. Это открывает новые возможности для тех, кто работает с большим объемом контента. Например, вместо того, чтобы тратить время на просмотр лекции, интервью или подкаста, достаточно загрузить запись, и Gemini быстро разложит материал по ключевым пунктам. На одном из примеров ИИ справился с 17-минутным видео на YouTube и выдал удобный конспект с самыми важными моментами. Такой подход позволяет экономить часы и сосредоточиться только на сути. Эта функция может стать незаменимой для студентов, журналистов, исследователей и всех, кто привык работать с длинными материалами. Она убирает рутину и помогает быстрее добираться до главного. По сути, Gemini превращается в универсальный инструмент для анализа и понимания любого медиаконтента, а значит еще больше стирает границы между человеком и технологией. Apple снова решила удивить поклонников своих устройств. Если несколько лет назад компания убрала блок питания из коробки с iPhone, объясняя это заботой об экологии, то теперь очередь дошла до наушников. Новые AirPods Pro 3 будут продаваться без кабеля для зарядки. В комплекте останутся только сами наушники и зарядный кейс, а провода USB-C придется покупать отдельно за 1500 рублей или переходить полностью на беспроводную зарядку. В официальном заявлении компания использовала простую формулировку «Используйте свой кабель». Apple уверена, что у большинства покупателей уже есть подходящий провод, ведь переход на USB-C произошел раньше. Такой подход одновременно вызывает улыбку и споры. С одной стороны, идея выглядит как еще один шаг к сокращению лишних аксессуаров и упаковки, с другой, для многих пользователей это новый повод для шуток и мемов, а также дополнительная трата. Microsoft Research представила новую систему Render Former, которая может полностью изменить подход к созданию компьютерной графики. Это первая нейросеть, способная выполнять все ключевые задачи рендеринга без привычных методов вроде трассировки лучей или растеризации. Теперь построение трехмерных изображений целиком переходит в руки искусственного интеллекта. Render Former обучен работать с любыми 3D-сценами и воспроизводить реалистичное освещение, тени, отражения и материалы. Вместо того, чтобы рассчитывать картинку через графический движок, модель получает на вход описание сцены в виде набора треугольников с данными о геометрии, нормалях и свойствах поверхности. Даже источники света передаются в этом формате. Два трансформера делят между собой работу. Один отвечает за эффекты, не зависящие от угла обзора, например, рассеяние, освещение и тени, а другой занимается отражениями и бликами. На выходе получается изображение, которое по качеству сопоставимо с профессиональным рендерингом. Для обучения использовалась огромная база Observers, включающая сотни тысяч трехмерных объектов. Сначала модель тренировалась на простых сценах в низком разрешении, а затем постепенно переходила к более сложным задачам. По словам исследователей, Render Former не только точно воспроизводит физические эффекты, но и делает это быстрее и эффективнее многих традиционных алгоритмов. Правда, пока что технология не идеальна. Работа с очень детализированными
анимационными сценами требует огромных вычислительных мощностей, а результат не всегда отличается стабильностью. Тем не менее, для специалистов очевидно, что мы находимся на пороге новой эпохи. Если рендер-формер удастся масштабировать и сделать доступным в индустрии, последствия будут огромными. Игры, кино, виртуальная реальность, робототехника — в любой сфере, где требуется фотореалистичная графика, появится возможность создавать ее быстрее, дешевле и с меньшими затратами энергии. Microsoft считает, что нейронный рендеринг станет новым стандартом, а рендер-формер уже сейчас показывает, каким может быть будущее компьютерной графики. YouTube делает новый шаг в сторону глобализации контента. Платформа объявила о запуске функции нейродубляжа, которая позволит авторам автоматически озвучивать свои видео на других языках. Раньше эта возможность была доступна лишь ограниченному числу блогеров, но теперь в течение ближайших недель ей смогут воспользоваться миллионы создателей по всему миру. Технология основана на системах искусственного интеллекта, которые анализируют оригинальную запись и создают новую аудиодорожку с сохранением тембра и интонации автора. Благодаря этому дубляж звучит естественно и не похож на механический перевод. По задумке YouTube, эта функция должна помочь авторам быстро выходить на международную аудиторию без затрат на дикторов и студии озвучки. Опыт первых участников пилота показал, что многоязычное аудио действительно приносит ощутимые результаты. В среднем около четверти просмотров таких роликов приходится на аудиторию, которая смотрит видео не на основном языке канала. Известные блогеры, такие как Джим Оливер, смогли увеличить охваты в 3 раза, а инженер-популяризатор Марк Робер уже выпускает видео с переводом более чем на 30 языков. Мистер Бист также активно пользуется новым инструментом и собирает миллионы дополнительных зрителей в разных странах. Помимо дубляжа, YouTube начал тестировать многоязычные миниатюры. Теперь в зависимости от языка интерфейса зритель может видеть превью-картинку, адаптированную под его регион. Это создает эффект локального продукта и делает платформу еще ближе к пользователям в разных уголках мира. Для YouTube это стратегический ход. Компания стремится удерживать внимание зрителей и давать авторам больше возможностей для роста. В условиях, когда нейросети становятся главным инструментом медиаиндустрии, автоматический дубляж и локализованное превью превращаются в мощный способ масштабирования контента. Для блогеров это означает новые рынки и рост доходов, а для зрителей возможность смотреть любимое видео на привычном языке практически сразу после выхода. Alibaba сделала новый шаг в гонке за лидерством в области искусственного интеллекта. Компания представила архитектуру Qwen 3 Next, которая обещает одновременно высокую производительность и низкие затраты на вычисления. Главная идея — огромные параметры модели почти не нагружают систему. Из 80 миллиардов единиц во время работы задействует всего 3 миллиарда. Такой подход позволяет резко снизить стоимость обучения и увеличить скорость обработки длинных текстов. Первая модель на этой архитектуре, Qwen 3 Next 80B A3B база, уже показала себя лучше, чем прежняя Qwen 3 32B, и при этом потребовала меньше 10% ее тренировочных ресурсов. Версия Instruct работает наравне с флагманской Qwen 3 235B, а Syncing модель превосходит закрытые аналоги в тестах на сложные задачи. Поддержка контекста до 256 тысяч токенов, расширяемая до миллиона, делает систему особенно удобной для работы с длинными текстами и глубоким анализом. Все это доступно исследователям и разработчикам через Hugging Face, Kaggle и Model Scope. Успех стал возможен благодаря комбинации гибридного механизма внимания и ультраразряженной архитектуры MoE, где включается только малая часть параметров. Дополнительно применяется метод мультитокенового предсказания, который ускоряет работу модели и повышает ее качество. Обучение проходило на массивном корпусе в 15 триллионов токенов, что позволило оптимизировать Qwen 3 Next для запуска даже на сравнительно простом оборудовании. Помимо архитектурных новинок, Alibaba показала модель Qwen 3 ISR Flash для распознавания речи. Она обучена на десятках миллионов часов аудио, поддерживает 11 языков и китайские диалекты, устойчива к шуму и способна правильно распознавать даже песни на фоне громкой музыки. Пользователи могут настраивать расшифровку под свои задачи, что делает систему полезной для образования, медиа и бизнеса. Наконец, компания дала доступ к предпросмотру Qwen 3 Max, самой крупной модели семейства без режима мышления, объемом более 1 триллиона параметров. Она заняла 6-е место в международном рейтинге Text Arena, показав высокую точность в логике, математике, коде и переводах. Модель лучше справляется с открытыми вопросами и значительно реже выдает вымышленные факты. Таким образом, Alibaba стремится закрепиться среди лидеров индустрии, делая акцент на эффективности, масштабируемости и многоязычности. Qwen 3 Next и ее сопутствующие разработки демонстрируют, что гонка больших моделей все больше смещается в сторону умного использования ресурсов и практической пользы. Anthropic представила новую функцию для своего искусственного интеллекта Claude, который может заметно изменить повседневную работу пользователей. Теперь в систему встроен полноценный интерпретатор кода, позволяющий запускать программы на Python и Node.js прямо в защищенной среде. Пользователи могут устанавливать необходимые библиотеки через NPM и PyPal, а также подключать GitHub для работы с репозитариями. Компания подает это как способ автоматизировать офисную рутину от создания таблиц до подготовки презентаций. Однако возможности новой функции куда шире. Claude способен анализировать данные, выполнять
выполнять вычисления, собирать рабочие пайпланы и даже тестировать программные прототипы, фактически превращаясь в универсальный инструмент, где офисная работа и программирование объединяются. Есть и ограничения. Размер загружаемых и выгружаемых файлов по-прежнему не должен превышать 30 мегабайт. Тем не менее, для большинства сценариев этого достаточно. Функция уже доступна в веб-версии для подписчиков тарифов Max, Team и Enterprise. Ее можно активировать в настройках. Пользователи тарифа Pro получат возможность воспользоваться новинкой чуть позже. Так, без громких заявлений, Anthropic сделала очередной шаг к тому, чтобы Claude стал не просто чат-ботом, а полноценным рабочим инструментом для бизнеса и разработчиков. Krea получил заметное обновление в разделе Krea Image. Появилась модель Sea Dream 4. Для пользователей это означает более аккуратные правки изображений и нативные 4К без дополнительных шагов по апскейлу. Новая версия лучше удерживает мелкие детали и композицию, поэтому баннеры, обложки и превью выглядят чище и ровнее, а результат предсказуемый от кадра к кадру. По ощущениям, работа стала быстрее, вводишь запрос, получаешь резкий вариант и можешь сразу сравнить с тем, что делали раньше. Никаких сложных настроек не требуется, достаточно выбрать Sea Dream 4 в интерфейсе и прогнать текущий бриф. Для тех, кто делает контент серийно, это экономит время на доработке и уменьшает количество неудачных дублей. Обновление уже доступно всем пользователям Krea, так что проверить разницу можно прямо сейчас на своих проектах и оценить, насколько аккуратнее держится текст, фактура и контур.